Всем привет! С вами снова Эрнест Бондаренко, и мы сегодня поговорим о древнем человеке. Дело в том, что многие современные диетологи основывают свою диету на питании древнего человека. Но надо помнить, что древний человек миллион лет назад и 100 тысяч лет назад — это совершенно разные древние люди. Поэтому мы сегодня поговорим про парантроп. Это тоже древний человек, но это боковая ветвь, которая разошлась с нашим родом Homo около 2,5 миллионов лет назад, даже, наверное, около 3 миллионов лет назад. У нас появились парантропы, парантроп робустус и парантроп boisei, и появился род Homo, Homo habilis, из него появился эргастер и так далее до Homo sapiens, чьими потомками мы сейчас и являемся. И, как вы можете обратить внимание, у рода Homo появилось наращивание головного мозга и уменьшение челюсти, а у парантропов увеличивалась челюсть. Давайте посмотрим на челюсть парантропа. Обратите внимание, что она широкая, массивная, и у нее есть такой вот интересный гребень посередине. Есть еще вот такая вот находка и вид сбоку. Здесь, кроме гребня сверху, так называемого сагитального гребня, есть еще такой вот гребень сзади. И сравним его с черепом гориллы. У гориллы, обратите внимание, есть тоже сагитальный гребень и затылочный гребень. Для чего они? Дело в том, что когда ты наращиваешь зубы, их размер, их объем для пережевывания грубой растительной пищи, то кроме самих зубов ты должен сделать толстую, мощную кость, то есть челюсть. Кроме челюсти, конечно же, для того, чтобы вся эта система работала, нужна хорошая такая мышца. И снизу этой мышцы есть где крепиться, а вот сверху головы не хватает. И для того, чтобы было больше площади для крепления этой мышцы, у гориллы тоже появляется тот самый сагитальный гребень сверху. Обратите внимание, что голова-то, она как крепилась к позвоночнику, так и останется на позвоночнике. И спереди у нее образовалась огромная вытянутая тяжелая челюсть, которую время от времени нужно поднимать. Соответственно, для этих действий сзади, на затылке, нужны большие мышцы, которым тоже крепиться на этой маленькой голове негде. Эволюция создает нам затылочный гребень. Видите, у обезьяны есть оба гребня для того, чтобы обеспечивать питанием ту самую тушку гориллы. Что же касается парантропа, то этих парантропов было несколько разных, и в том числе были гигантопитеки, тоже парантропы. Вот картинка, и если вы обратите внимание, то справа это простой гигантопитек. Он был не такой уж и гигантский, при росте 1,60 м он весил около 90 килограмм. И я сомневаюсь, что он в плечах был настолько широк. Скорее всего, у него, как у гориллы, был большой такой пузатый животик. Обратите внимание, вот у нас горилла, взгляд умный и большой гребень. Да, хохолок такой. А вот горилла, и у нее, кроме хохолка, еще и живот. Так вот, если вернуться к гигантопитеку, то простой гигантопитек был, скорее всего, тоже с животиком, а вот гигантопитек Блэки, конечно же, редко вставал на задние лапы, но если вдруг вставал, то он был от 3 до 4 метров в высоту и по массе от 300 до 500 килограмм. Скорее всего, такая тушка, конечно же, передвигалась на 4 конечностях. Обратим внимание, что гигантопитеков много разных, и, конечно же, мы не знаем, какие они были на 100%, но если сравнить те находки, которые есть, а их немного, с другими подобными парантропами, то они были вот примерно такого вот размера и такого веса. Про парантропов есть очень много интересных рисуночков, в том числе и достаточно фантастических, потому что никто на самом деле не знает, как выглядел этот парантроп, но рисуют многие. И для парантропа современный тигр был, ну, примерно как кошка для нас, ну, чуть-чуть крупнее, конечно. И, в принципе, у него наверняка не было каких-то вот серьезных конкурентов в своей нише до определенного момента. Но по одной из версий, когда пришли наши с вами предки, то есть Homo,
у них уже были орудия труда, которые они сами создавали, они уже могли поддерживать огонь, неизвестно, могли ли они его добывать, но на многих стоянках где-то около 1–1,5 миллиона лет назад уже есть огонь. И в принципе объем мозга у них постоянно увеличивался, и они могли в принципе использовать парантропа как источник белка, источник мяса. Поэтому вот рисуют такие вот интересные картинки. Конечно же, они далеки от реальности. И это было не глупое животное, но оно не выдержало конкуренции с людьми. Возможно, оно не выдержало конкуренции просто с пандами, которые тоже ели бамбук, как и вот эти вот травоядные животные. И простые безобидные мишки, которые плодились, может быть, чуть-чуть быстрее, чем парантропы, они, возможно, съели растительную базу, а возможно, они просто расплодились быстрее. И есть совсем фантастическая история про то, как, возможно, парантропов уничтожили простые хомячки маленькие, которые ели быстрее, при этом плодились быстрее и просто съели кормовую базу и пришли из степи и ушли в степь. И, в принципе, оставили нам только вот ископаемые черепа, на основе которых мы можем тут что-то фантазировать. Чем интересна вся эта картина? Дело в том, что мы уже видели черепа парантропов, и если сравнить их с черепом человека, то обратите внимание, у человека есть швы, которые позволяют человеческому черепу расти и наращивать объем мозга в то время, когда человек учится с детства и до юности, до 20, иногда до 25 лет. Объем мозга увеличивается вместе с ростом черепа. И это прекрасно. У парантропа все было гораздо сложнее. Парантроп использовал череп для того, чтобы жевать, в буквальном смысле. Поэтому череп должен был быть крепким, и после смены молочных зубов череп должен был быть достаточно крепким, чтобы выдерживать огромное давление челюстей, мышц и зубов, которые перетирали какие-то жесткие типы осоки или там бамбука или еще чего-то. И поэтому, в принципе, череп парантропа не рос после, скажем, 3–4 лет, что загнало его в ту нишу эволюции, в которой он не мог, с одной стороны, конкурировать с видом Homo, с другой стороны, он не мог конкурировать, скажем, с парнокопытными, у которых было несколько отделов желудка, и которые пережевывали еду 24 часа в сутки, то есть днем они питаются травой, а ночью они отрыгивают и все равно жуют, и снова потом глотают, и так далее. Горилла, насколько я знаю, кушает 12 часов в сутки примерно. То есть представьте себе, она вынуждена 12, может быть даже больше часов в сутки работать челюстью. Естественно, там будут огромные мышцы. Что касается современного человека, к счастью, мы можем с вами позволить себе практически любую роскошь в питании. Мы можем почти на 100% питаться мясом или продуктами животного происхождения, можем полностью стать веганами. Благодаря чему? Благодаря тому, что у нас есть миксеры, и мы не должны пережевывать все челюстями. Мы можем себе позволить замиксовать что-то и в итоге немножко пожевать, проглотить, и наша пищеварительная система с этим справится. Нам не нужно иметь желудок в половину массы нашего тела. Нам не нужно иметь те руки, которые будут рвать какую-нибудь осоку издалека, тянуть ее к себе, и челюстями ты должен это все дело перемалывать. У нас есть огромное разнообразие. Поэтому, дорогие мои сыроеды, у вас прекраснейшие условия. Вы не должны питаться осокой. Вы можете делать себе прекрасные тортики, как я вот наблюдаю за многими моими друзьями-сыроедами. Мы можем делать какие-то прекраснейшие там смузи или еще чего-то и обеспечивать себя всем тем набором микроэлементов, белков, жиров и углеводов для того, чтобы неплохо существовать на протяжении многих и многих лет, может быть, даже до
старости. Давайте чуть-чуть более подробно остановимся на питании, на витаминах, на каких-то белках, жирах и углеводах чуть-чуть позже, в других видео. Я думаю, они будут не менее интересны с точки зрения эволюции, с точки зрения того, как правильно питаться, опираясь на то, кем был наш человек, Homo sapiens sapiens, скажем, те же самые там 10 или 20 или даже 100 тысяч лет назад. Так что до новых встреч и будьте все здоровы!